Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу косудаму топиарий на основе все той же снопологии, которую мы делали с вами в прошлый раз, но только декорированную розочками оригами. Я назвала ее косудама розочка. Материалы, которые нам понадобятся, это клей ПВА, ножницы, бумага для записей 20 квадратиков 9 на 9 для роз, бумага офисная двух цветов, белого и зеленого цвета. Приступаем к изготовлению полосок. Вы можете перейти по ссылочке на предыдущее видео. Там все я делаю более подробно. Но вначале досмотрите ролик до конца. Это поможет развитию канала. Тем более в конце вас ждет самое интересное. Хайнц Штробл придумал технику оригами складывания фигур из полосок бумаги. И на основе этой косудамы снопология можно сделать массу вариантов, не только учитывая декорирование какими-то элементами. Возможно создавать не только икосаэдр, но и другие геометрические фигуры. Сама косудама снопология очень декоративно смотрится как в гирляндах, так и как самостоятельный арт-объект, особенно если представите ее в более монументальном виде или из другого материала, не такого хрупкого, как бумага. Эта косудама может послужить как самостоятельным подарком на любой праздник, либо декорированием в вашем интерьере, в оформлении выпускных, свадебных церемоний, дней рождений, да еще масса других праздников.
Наконец, Косудама снопология собрана. Это наш каркас, который мы будем декорировать розами оригами. Эти розы я показывала уже в прошлых своих мастер-классах, поэтому также оставлю ссылочку в описании ролика и метку в правом верхнем углу. Для приклеивания роз я взяла клей ПВА, но вы можете взять горячий клей, так как клей ПВА сохнет долго и приходится ждать, когда приклеится очередная розочка. Но я время зря не трачу, и пока розочка приклеивается к основе, я изготавливаю следующую розочку. Розы оригами великолепно смотрятся как на плоскости, так и на объеме, как в одном цвете, так и в нескольких цветовых сочетаниях. Так что рекомендую всем научиться делать эту розу. И, наконец, Косудама розочка готова. Я выполнила несколько таких косудам в разном цветовом исполнении. Теперь приступаем к изготовлению топиария. Для этого мы взяли бокал, наполнили его каштанами, можно наполнить его конфетами, орешками, шишками. Берем палочку для суши, а дальше, я думаю, вам уже все понятно. Если бы мы взяли пластиковый горшочек, то он оказался бы очень легким, так как конструкция все-таки имеет вес. Можно на дно положить что-то более тяжелое. Если это какой-то пластиковый горшочек, можно использовать даже пластилин. Он будет и как утяжелитель, и как держатель палочки для суши.
Как видите, эта косудама великолепно смотрится в интерьере. Также ее можно подвесить. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, мой мастер-класс вам пригодится. И до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.